Всем привет! Бюджетный сегмент самый сложный в вопросе выбора нового смартфона, ведь добавишь еще 1000 к начальному бюджету, получишь чуть лучше камеру, еще 2 процессор, а накинув 50% стоимости от начального бюджета, можно найти на скидках уже и много более привлекательный вариант прямиком из среднебюджетного сектора. Тем интереснее смотреть на новый ультрабюджетный аппарат от Oppo A17K, который является почти полным братом-близнецом ранее представленного A17, отличаясь глобально лишь тыльной камерой. И сразу предупреждаю, любителям NFC он не подойдет, тут его нет в принципе. Ну а теперь подробней, поехали! Начнем с цен. Рекомендованная 8990, однако на старте до самого нового года будет действовать скидка размером в 2000 рублей, таким образом понижая прайс до 6990 рублей. Забегая вперед, отмечу, что с таким ценником особо соперников-то и нет. Если раньше недорогие гаджеты выделялись внешним видом, то теперь на столе они смотрятся как все, нормально и не стыдно, разве что спереди бровка в виде капельки для фронтальной камеры может породить мысль, что смартфон уже далеко не нов. Корпус, естественно, пластиковый, но приятный и с интересной фактурой на спинке. Никаких чехлов в коробку производитель не положил, зато с завода на экран уже наклеена защитная пленка, да и, как говорят некоторые блогеры, корпус сделан таким, чтобы его не жалеть и носить как есть. Торцы плоские, на манер того же iPhone или новых Honor. Можно даже поставить на стол вертикально, при желании. Эргономика, несмотря на это решение и далеко не самые компактные габариты, неплохая, придраться сложно. Вес при этом около 190 грамм. Под экраном, естественно, присутствует небольшой подбородок, но это не страшно. Куда страшнее, что под ним на торце присутствует интерфейс microUSB для зарядки. И я понимаю, что порой разогнаться по комплектующим в этом сегменте сложно. Но поверьте, тут экономия, если и есть, то в лучшем случае $1-1,5. Мне кажется, что на складах просто оставались старые запасы, которые используются для устройств такого ценового сегмента. И в данном случае это касается не только озвученного интерфейса, но и процессора, памяти и многого другого. Но об этом чуть позже. Лоток для сим-карт тут царский. Смартфон поддерживает одновременно установку 2 симок, а также карты памяти microSD объемом аж до 2 терабайт. Это неплохое конкурентное преимущество, хотя это решение и довольно часто встречается в этом сегменте. Не забудем и 3,5 мм джек, ведь он все еще находит своих сторонников. Качелька громкости и кнопка питания со встроенным сканером отпечатков расположена нетипично для Oppo, с одной стороны, с правой. Сам сканер неплох, его реакция и точность на хорошем уровне. Экран диагональю в 6,56 дюйма мне очень понравился. Он хорошо откалиброван и имеет весьма высокую для IPS-матрицы максимальную яркость. Даже на улице под ярким солнцем информацию легко можно будет разобрать. Если смотреть на цифры, оказывается, что он имеет разрешение HD+, которое не бросается в глаза и по факту большинство шрифтов смотрится четко. Естественно, частота обновления тут 60 Гц, зато никакого шим нет в принципе. Смартфон максимально безопасен для глаз пользователя и в этом плане, как первый смартфон ребенку, может быть очень интересен. Оболочка одна из лучших на рынке, ColorOS версии 12.1 на 12-м Android. И тут с одной стороны хочется похвалить Oppo, что даже смартфон начального уровня получает вполне себе актуальную версию OS, а с другой, может, не стоило. С каждой новой итерацией требования Android растут, и это естественный процесс. И как мне кажется, выпуск такого телефона на полноценном Android, да еще и с фирменной оболочкой, ошибка. Фатальная ошибка. И пока я не углубился в тему производительности, ткну пальцем в один найденный мной минус. Как обычно, Oppo выводит ярлыки необходимых по закону приложений. Удалить их можно только после установки из Play Store. Так вот, MirPay, к сожалению, не поддерживается A17K, да и NFC у него в любом случае нет. Следовательно, установить его нельзя, а скрыть ярлык можно только запихнув в какую-нибудь папку. Досадная оплошность, пускай и маленькая. Вернемся к производительности. Помните, я говорил, что смартфон как будто создан из остатков старых комплектующих на складе? Видимо, это недалеко от истины, и в качестве центрального процессора тут используется довольно слабый и старенький MediaTek G35. Вместе с ним на благо пользователя трудится и 64 гигабайта постоянной и не очень быстрой памяти типа eMMC 5.1, и венчает все это великолепие лишь 3 гигабайта оперативки. Учитывая ценник смартфона в 9000 рублей без скидок, а они на момент обзора есть, в соперники просятся такие устройства, как Redmi 10A, который имеет еще менее производительный процессор MediaTek G25, отличающийся еще более низкими частотами ядер, и совсем стыдную формулу памяти в начальной комплектации – 2 ГБ оперативки, 32 постоянно.
Другой пример Realme C33, еще один суббренд BBK, как и Oppo, но чуть более дешевый обычно. В данном случае C33 чуть дороже обозреваемого A17K, зато постоянная память тут уже UFS 2.2, а процессор чуть менее известный Unisoc, но весьма неплохо показавший себя в недавнем обзоре весьма доступного планшета от Blackview. В общем, Oppo A17K имеет конкурентов, что естественно, однако выглядит на их фоне неплохо. На деле он нетороплив, а малый объем оперативки заставляет телефон то и дело перезапускать приложение. Прямо-таки ужасной производительность я назвать не могу, но после флагманов пришлось потратить почти неделю на адаптацию. С другой стороны, пользователи бюджетных Samsung наверняка назовут A17K ракетой. Как говорится, все относительно. В играх, естественно, есть трудности. Простенькие, конечно же, запустятся, а та же League of Legends вообще идет довольно неплохо. Однако в том же PUBG я так и не смог авторизоваться вовсе. Он просто перезапускался на этом этапе, и зайти под своим профилем в игру я так и не смог. Ну и вишенка на торте — работа Android Auto, с которой телефон просто не справляется. Пример сейчас у вас на экране. Мне кажется, что исправить эта программа нереально, и связано это с повышенными требованиями при подключении к магнитоле автомобиля. Ну а столь любимая маркетологами функция расширения оперативки по факту тут не работает, потому что постоянная память тут медленная. Она не может использоваться для ускорения, скорее наоборот. К плюсам же отнесу наличие всех необходимых кодеков Bluetooth, таких как aptX HD, aptX, AAC, LDAC и SBC. Вообще качество звука по беспроводу было весьма на солидном уровне, нетипичном для ультрабюджетника. Отмечу только неотключаемый улучшайзер, который далеко не всегда правильно работает со звуком. И это проблема не конкретного телефона, а оболочки в целом. На Oppo Reno 7 все было так. С камерой порядок. Тут сенсор на 8 мегапикселей, и по цифрам он сильно проигрывает многопиксельным соперникам. Однако финальное качество фото неожиданно на неплохом уровне. Честно, я ожидал худшего, но результаты меня положительно удивили. Разве что фронтальная камера делает снимки на уровне «видно человека, да и ладно». Видеозапись тут, естественно, максимально простенькая и без стабилизации. Максимальное разрешение Full HD с 30 кадрами в секунду. Сложно было ожидать чего-то другого. Автономность отличная. В целом можно рассчитывать на пару дней работы с 5-6 часами экрана или даже больше. Либо сутки с максимальной загрузкой. Например, я частенько использовал его в качестве точки доступа для планшета. Этот смартфон почти сутками может крутить ролики YouTube без подзарядки. Наконец, к итогам. Блин под названием A17K не вышел комом. Да, смартфон не идеален, да и вряд ли он в принципе может быть таким по озвученной стоимости. Однако имеет актуальную версию OS и весьма приятную оболочку. Целевая аудитория — нетребовательные пользователи, пользующиеся смартфоном непостоянно и устанавливающие базовые приложения. Скорее всего, это пожилые люди, которые и вовсе не заметят ни одного из озвученных минусов. Либо дети, для которых это будет первый смартфон. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного.